Всем привет, с вами снова Алина и одно из моих прошлых видео, где я запустила новую рубрику, где буду рассказывать про стиль знаменитостей, про то, что они носят, про их основные фишки. В общем, тот ролик вам понравился, вы попросили снимать продолжение, и я решила это сделать. И под тем роликом я спросила у вас, о чьем стиле вы бы хотели видеть следующий ролик, и очень многие написали, что они хотели бы видеть стиль некоторых моделей, поэтому сегодня мы обсудим одну из них. И одним из популярных запросов стала одна из самых известных и высокооплачиваемых моделей современности Кендалл Дженнер. Эта девушка с детства привыкла быть под прицелом фото и видеокамер, потому что относится к легендарному клану Кардашьян и снималась в одноименном реалити-шоу. И да, очень тяжело избежать сравнений, когда одна из твоих сестер — это Ким Кардашьян, женщина, за которой следит весь мир, поэтому очень тяжело соответствовать столь завышенной планке, но Кендалл справилась с этим отлично. Она единственная из всего клана построила действительно успешную карьеру супермодели из-за того, что она очень выгодно отличалась от остальных сестер ростом, который достался ей от отца Брюса Дженнера, и стройной фигурой, которая также отличает ее от остальных сестер клана, потому что остальные, если можно так сказать, более пышноформые, Кендалл же обладает настоящей классической модельной фигурой. Итак, давайте сегодня поговорим о стиле Кендалл Дженнер, чем же он отличается от остальных, какие фишки и особенности присущи именно ей. И, конечно, когда мы говорим о стиле Кендалл, нельзя не сказать, что все-таки сестры оказывают на нее влияние. Несмотря на то, что ее стиль в целом самобытен и отличается от остальных сестер, общие черты с ним все-таки проглядываются. Хоть Кендалл и отличается от сестер в плане физических данных, любовь к обтягивающим и открытым платьям в пудровых или сияющих оттенках никто не отменял. Во многих ее выходах можно проследить вдохновение стилем Ким и Кайли, несмотря на присутствие пышных форм у последних. Что сказать, такое родство явно обязывает и к стилю. Также на стиль Кендалл не могло не оказать сотрудничество со многими крупными брендами, с которыми у нее были кампейны и контрактные обязательства. Один из самых крупных контрактов в своей жизни Кендалл подписала с модным домом Calvin Klein, что явно оказало влияние на ее стиль. Не только повседневные ее образы состоят из вещей этого бренда, но и первые крупные выходы на красные ковровые дорожки она совершила, облачившись в платье Calvin Klein. Легендарное изумрудное и лиловые платья еще надолго запомнят поклонники Кенни. Как я уже сказала, высокий рост и стройная фигура — это то, что отличает Кендалл от ее сестер и, соответственно, позволяет ей носить то, что на них смотрелось бы неуместно. Высокий рост и стройная фигура позволяют Кендалл носить брюки-кюлоты и прямые джинсы без страха показаться ниже и шире. Она привносит в свой стиль немного 80-х, что как нельзя лучше смотрится именно на худой девушке. Джинсовые бриджи и брючные костюмы также частенько появляются в ее выходах на публику. Еще одной особенностью стиля Кендалл является ее талант носить мужские вещи и при этом выглядеть женственно и элегантно. Наверное, ни одна из сестер клана Кардашьян не носит столь откровенно мужские вещи, как Кендалл. Она не боится показаться не такой дивой, какой привыкли видеть ее на красных ковровых дорожках, ее внутренний бунтарь то и дело просачивается наружу в сочетаниях мужских худи с открытыми ногами или кожаными лосинами. Также Кендалл любит иногда облачиться в так называемый голливудский шик и произвести фурор на красной ковровой дорожке. Светские выходы даются Кенни так же умело и легко, как и повседневные образы. Она любит примерять на себя элегантные и роскошные платья и костюмы от самых топовых и дорогих дизайнеров мира. Одеть Кендалл на крупное мероприятие мечтают практически все модные дома, потому что знают, что любой ее выход не останется незамеченным. Ну а мы просто любуемся ее самыми голливудскими и идеально подобранными образами. Еще одной семейной особенностью ее клана является любовь к оголению и минимуму закрытого тела. В 21 веке, когда твоя сестра Ким буквально ввела моду на голые платья, тяжело отказаться от соблазна стать главной звездой ковровой дорожки в очередном супероткровенном наряде. Кенни никогда не строила из себя святошу и с гордостью демонстрирует свое тело на мероприятиях, где дресс-код подразумевает бальное платье. Не все ее подобные наряды одобряются модными критиками, но когда это волновало юных и амбициозных знаменитостей, они как будто соревнуются между собой, кто наденет сегодня меньше одежды. Еще Кендалл очень любит спортивный стиль и часто носит его в повседневной жизни. Являясь амбассадором спортивного бренда Adidas, Кендалл не упускает возможности примерить какой-то удобный и спортивный образ. Зачастую по снимкам, сделанными папарацци, не всегда можно понять, идет ли она с тренировки или же просто решила прогуляться в одежде в стиле спорт. Кенни пропагандирует в своих луках удобства, но при этом не забывает и об изюминке. То тебе оголенный живот, то классическая сумка под тренировочные штаны.
Если говорить о расцветках, то можно отметить, что Кендалл не боится использовать какие-то принты и полоски, что тоже отличает ее от остальных сестер. Однотонная и лаконичная одежда была бы слишком скучной для Кендалл Дженнер. Она любит принтованные платья, футболки и даже верхнюю одежду. Цветочные и яркие принты тоже встречаются в ее образах, даже на красной ковровой дорожке. Кажется, что Кендалл единственная среди своих сестер, которые предпочитают только нейтральную гамму, не боится цветовых акцентов и рисунков. Что ж, работа моделью явно пошла на пользу ее стилю. Если говорить про ее макияж, то здесь тоже есть свои фишки, несмотря на то, что у Кендалл не очень хорошая кожа, она очень большое внимание уделяет тонированию и бронзированию лица, и, по-моему, вообще бронзер один из ее самых любимых продуктов. Все прекрасно знают, что у Кендалл очень часто бывают проблемы с кожей, из-за чего на снимках с мероприятий можно разглядеть все недостатки. Она практически всегда делает акцент на свои карие глаза, оставляя губы в цвете нюд, либо нежно-розовом. Густые черные ресницы и стрелки – главные фишки ее макияжей, ну а бронзер – самый важный продукт, который скульптурирует лицо и делает более загорелой. А вот, кстати, розовые румяна – это то, что вы практически никогда не встретите в ее макияже. Также Кендалл очень любит использовать в своих образах какие-то необычные аксессуары, которые собирают весь ее образ. Поясная сумка на шею или большая шляпа – Кендалл наденет все. Кроме того, она славится своей любовью к необычным очкам и сережкам, в идеале, если они будут сочетаться в одном образе. Несмотря на то, что в ее образах бывает очень много аксессуаров, назвать их перегруженными практически невозможно, настолько все умело между собой сочетается. Если говорить о волосах, то Кендалл всегда носит натуральный цвет, и в целом ее прически очень лаконичны и редко бывают сложными. Она практически не носит локоны, гладкие и блестящие волосы или взъерошенные объемные пучки, явные ее фавориты. Любая ее прическа вмиг становится трендовой из-за простоты исполнения, но при этом смотрящейся эффектно. Она не экспериментирует с цветом, работа моделью обязывает, но ей это и ни к чему, под ее карие глаза как нельзя лучше подходит именно каштановый цвет, который так прекрасно сочетается с ее цветотипом. И если коротко охарактеризовать весь стиль Кендалл, то можно сказать, что она не боится экспериментировать, не боится рисковать и постоянно привносит в свой стиль что-то новое. Кендалл не боится сочетать несочетаемое и стала настоящим трендсеттером в мире моды. Ее комплекты копируют девушки по всему миру, а хулиганское и чуть взбалмошное отношение к стилю позволяет ей создавать действительно узнаваемые и интересные образы. Несмотря на это, ее стиль все-таки можно назвать истинно модельным, так как в вопросах повседневной одежды она практически всегда предпочитает комфорт с изюминкой, немного устав от сложных образов на показах и съемках. В принципе, это и были основные фишки стиля Кендалл Дженнер. На мой взгляд, она хороша и в адидасе, и в каком-то вечернем платье с бриллиантами наперевес. В общем, как говорится, под лицу все к лицу. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно, и я буду знать, что нужно снимать эту рубрику и дальше. Кстати, если видео вам не понравилось, то вы можете поставить дизлайк, и так я тоже буду учитывать ваше мнение, и обязательно напишите в комментариях, про какую знаменитость вы хотели бы видеть следующий ролик. Подписывайтесь на мой инстаграм, я обновляю его практически каждый день, ну, сторис, во всяком случае, точно добавляю каждый день, и у меня там всегда много чего интересного и, главное, полезного. И, конечно, самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока!